города Санкт-Петербурга Лас Флорес. Приехали мы сюда с целью познакомить вас с сортами пионовидной розы, потому что именно эта база является одним из самых крупных поставщиков этой розы. И с целью ответить на ваши вопросы мы обратимся к хозяйке этого склада Ирине. Привет, ребята! Очень рада, что вы к нам приехали. В принципе, очень рада буду рассказать про нашу базу, про частично наш ассортимент, потому что мы являемся одним из главных крупных поставщиков садовых роз Дэвид Олсен Александр Фармс. Поэтому что, начнем сегодня, посмотрим, какие сорта мы привозим. Я вам расскажу, откуда мы их привозим, расскажу, какие у нас плотные, дружественные отношения с нашими партнерами из Колумбии. Ну, в принципе, добро пожаловать, давайте общаться. Расскажи, пожалуйста, откуда вы получаете пионовидную розу? Откуда она вообще приходит в наш город? Ох, если это официальный канал, на котором ты будешь эту информацию выдавать, я не совсем уверена, что нужно говорить. Ладно, мы возим из Латинской Америки. Мы привозим эту розу из Колумбии, из страны, где практически весь год одна и та же температура, что, в принципе, позволяет нашим партнерам, коллегам, друзьям, как бы их ни назови, да, выращивать и поставлять эту садовую розу в течение года нам. То есть, если мы будем говорить о сезонности, наверняка ты спросишь меня, да, про сезонность. Есть ли сезонность у садовых роз? Нет. Есть какие-то определенные периоды погодных условий, да, это, допустим, сезон дождей, когда очень сильные дожди или очень сильная жаркая погода, и тогда, конечно, есть спад производства, и что-то нам могут не поставлять. Но такого понятия, как сезонности, например, у пионов, да, которые все любят в свадебный сезон и все хотят, да, а тут бац и нет этих сортов. Или ранункулусы. Такого с садовыми розами нет, в этом их и прелесть, да, что их можно использовать круглогодично. И в свадебный сезон, и в сезон, когда идет активная торговля в магазине. По поводу сезонности мы поняли, что никакой разницы нету. А есть ли какая-то разница по спросу на розы? Например, светлые сорта больше популярностью пользуются летом, а темные в зимний период? Или тоже нету такого? Наверное, могу сказать, что это условно, потому что благодаря нашим продвинутым невестам, благодаря разным вкусам у этих невест, да, если мы посмотрим вот на эту розу-тиару, кто скажет, что можно использовать данный сорт в свадебном букете, ну да, очень пользуется спросом и такой цвет, да, например, а если это какая-нибудь яркая страстная свадьба, то давайте я подвину немножечко, да, вот так вот можно, чтобы вот так видно было. Это роза Hearts называется. В переводе с английского сердце. Тоже очень популярна в таких, подскажи, какого? Зимних, наверное. И зимних. В осеннем периоде должна использоваться. Ну и такие яркие цвета, как бургундия, или как называется? Марсала. Да, марсала, вот это вот это любимое. Но да, если мы возьмем период лета, свадеб, то, скорее всего, это более такие нежные предпочтения. Да, вот правильно показываешь. Вот это вот Patience, Patient. Рядом у нас находится сорт Charity. А как она раскрывается? У нее получается зеленая серединка такая? Да, ее вот здесь, видишь, видно, но не во всех бутонах. Вот это вот. А все раскрываются из пачки, все должны быть зеленым бутончиком? Нет, внутри? Конечно же нет, потому что это, все мы знаем, что мы работаем, ну если так грубо сказать, со скоропортом, пусть это будет условно. Вторая позиция – это живой цветок, это живое растение. Рост, раскрытие, цвет зависит от погоды, от того, как посветило солнце, от того, как его полили. Поэтому в этой упаковке, если мы берем, да, смотрите, здесь есть вот эта зеленая сердцевинка, а здесь нет. Иногда этот сорт Charity приходит к нам вот такой розоватый, иногда кремовый, вот видите, он даже в этом банче такой вот кремовый, немножечко вот так вот. Микс. А иногда белесый, поэтому порой невозможно определить, да, как будет четко. Ну, то есть, когда вы хотите видеть какой-то определенный оттенок, такого не бывает с цветами. Это живой продукт. Но вернемся к цвету, да, ты меня спросила про цвет. Да, лето это что-то бело-розовое, айвори, самая популярная роза, это вот Джульетта. Джульетта вообще все ее очень любят.
она еще так раскрывается широко. Да, ну смотрите, ребят, мы взяли все розы практически, да, которые у нас здесь находятся, в стадии подрезали, поставили на воду, то есть практически ничего здесь, ну кроме, наверное, вот этой вот принцессы. Я посмотрю, не все знаю название. Вот она раскрыта, да, это вот такая ее предфинальная степень раскрытия. Все остальное здесь в начальной стадии раскрытия. Потом предлагаю вам подойти на нашу стойку, где мы отгружаем клиентов, там мы увидим вот прямо открытый, да, сорт розы. Здесь вот Джульетта, да. А скажи тогда сразу, вот когда вы получаете розы, они, получается, приходят закрытыми, да, в упаковках в картонных. А как долго пионовидная роза распускается? Потому что ведь очень часто бывают такие моменты, что цветок только пришел, а букет нужно было сделать еще вчера. И человек ждет максимально открытый бутон. То есть какое количество дней на самом деле понадобится, чтобы бутон раскрылся и люди смогли увидеть всю его красоту? Давай я, наверное, скажу так. Вся прелесть и трагедия садовой розы заключается в том, что с одной стороны она очень податлива к раскрытию, а с другой стороны, если мы берем, ну это вот для свадебного сезона это perfect, да? Например, патинс, она ведь максимально тугая по бутону, она придет закрытая, она ведь не сразу вот такой станет. Не станет, но в этом и прелесть, понимаешь, для розницы. То есть если мы берем садовые розы, нам не надо, чтобы они быстро раскрывались в магазине. Для этого есть какие-то вот определенные сорта. Эти подходят. Та же самая Джульетт популярная, да? Вот это? Вот это? Да. Это Кейра. Это вторая по популярности. Давайте вот посмотрим, да, ее. Вторая по популярности после Джульетт в свадебном сезоне. Угу. Вылетело с головы, что о чем говорили? О том, что долго раскрывается бутон. Или быстро. Как мы получаем, да? Вот давайте с этого. Мы получаем их в упаковке. Наверняка в начале, да, когда мы заходили в холодильник, там будет видно, что все упаковки, ну это гофра, как у обычной розы. Мы после того, как нам приезжают цветы, мы подрезаем, сразу ставим на воду. В воде обязательно должен быть кризал. Alexandra Farms к каждой коробке прилагает инструкцию. И в этой инструкции указан весь путь, да, вот приехала к вам садовая роза, что вы должны сделать для того, чтобы правильно ее отпоить, гидратировать, и, ну, как ее правильно продавать. Что мы делаем? Еще раз повторюсь. Мы принимаем ее, подрезаем. Жаль, что у нас нет, да, но вот тут вот, когда она приходит, в коробке она вот так вот обмотана в ваточке с пропиткой кризала, да, поэтому мы подрезаем, наливаем в вазу или там в бак, так как мы оптовая база, воду с кризалом, и это у нас стоит сутки, напитывается вот именно в гофре. Ну, это наш путь от пития этой садовой розы. Кто-то сразу снимает гофру. Нам важно и нужно, чтобы все бутоны были вот в таком правильном, вертикальном, немного сжатом положении, чтобы роза напиталась правильно, да, и вот она встала вот такой вот по стоечке смирно, чтобы напиталась водичкой и не... Она, конечно, не тюльпан, который как пьет, так и извивается, да, но это вот важно сначала отпоить в гофре, то есть это сутки. А когда, допустим, покупатель уже получил, да, от вас розу, если он в этот же день ее у вас приобрел, ему при таких же, да, условиях лучше конечно розу держать? Не лучше, это так нужно делать 100%, потому что иногда бывает так, что вот у нас пришла поставка, мы ее не успели выставить на воду, и клиент забирает в упаковке, в картоне еще не отпитую, да, нельзя разобрать упаковку, невозможно. Разобрали упаковку и давай вставлять в букет. Нет, вы просто через пару часов это у вас погибнет, или вы будете немного недовольны качеством цветка, но это невозможно. Вы должны сначала отпоить ее правильно. То есть бутон будет, да, тоже клониться? Бутон будет клониться, потому что она же находится, когда она летит, она находится в состоянии анабиоза, сна. То есть ее срезали на плантации, отпоили, ну, наверняка есть какие-то химические вещества, о которых я не знаю. Ее тоже отпаивают в специальных баках, так консервируют, да, засыпляют, что ли, не знаю. Она летит. И в тот момент, когда вы ее подрезали, поставили на воду, на кризал, она начинает оживать.
То есть вот если вы так вот взять опять условно, вот вы взяли упаковки неотпитую, она вот такая дрябленькая, это нормально. Она может быть и дрябленькой, она может быть, знаете, такой соской, да, как любят в магазине говорить, но это ее нормальное состояние сна. Да, Мася? Да, Мася не даст соврать. Поэтому вот первые сутки должно быть так, то есть в гофре. То есть первые сутки, по сути дела, после поставки розу не стоит использовать в букете. Бывают экстренные ситуации, когда нужно все быстренько сделать, но минимум нужно 2 часа, хотя бы, чтобы она как-то там оклемалась. Но это получается, что мы ее отпоили, чтобы она стала более тугой. А как раз вот на раскрытие, в какой момент она начнет распускаться? Наша задача, как оптового склада, немного замедлить этот процесс. А если нужно? А если нужно быстро, то после этого, опять-таки, мы подрезаем, убираем всю ненужную листву. Для букета она абсолютно не нужна, да. Опять-таки, кризал, и вода должна быть теплой. Должно быть теплое, такое, не душное, не сквозняковое, теплое пространство и тепленькая водичка. И она начнет, бутон она начнет распускаться. Ну, можно прибегнуть там к механической помощи, да, в развертывании бутонов, там что-то вот так вот поделать, да. Аккуратненько, да. И, ну, я думаю, что в течение дня, она, конечно, не до максимального раскрытия, но она раскроется. А сколько вообще в среднем пионовидной розы стоит? Мы знаем, что, в принципе, обычная роза, да, до 2 недель, если это свежий цветок, то она хорошо живет, если воду менять, да, что у покупателя, что в салоне. А с пионовидной розой такие же сроки или она быстро погибает? Вот это трагизм садовой розы. Трагизм садовой розы заключается в том, что она дорогая, красивая ароматная, и не... Да, аромат, вот смотрите, аромат и продолжительность жизни непосредственно связаны друг с другом. Чем ароматнее роза, тем она меньше будет жить, да, тем меньше продолжительность жизни в вазе. А какие сорта вот самые ароматные, медовые? И в пижет. У нас сейчас нет, да? У нас нет, и в пижет. Потом у нас есть принцесса Шарлин. Обязательно снимем, она вот у нас есть там. Очень ароматная, и как ни странно, в помещении она у нас стоит уже 7 дней, вот в таком, вот там возле кассы. То есть предугадать невозможно, но мы знаем, что если это ароматное, значит максимум 5 дней. Если это более или менее вот красные, да, очень стойкие. А вот эти сорта вообще карамельные, это какие-то новые, я даже такие... Это Golden Mustard, это... Осенний просто цвет такой сейчас, мне кажется, актуальный должен быть. Да, это не новый сорт, но в 2019 году он стал более распространенным у Alexandra Farms. Они его, если не ошибаюсь, открыли в начале 18-го или в конце 17-го, то есть начали производить. Да, очень интересный. Смотрите, вот тут есть двухцветный такой, с переливами, да? Да, видишь? Внутри такой, прямо какая-то горчица с медом, а вот здесь вот такая розоватая рубашка. А какой-то еще похожий сорт есть? Ну, таких У Alexandra Farms нет. Вообще в пионовидной розе есть? Вот именно такого Желтые, пока нет. Либо коричневатые, возможно, которые сейчас под осень будут актуальные. Ну, знаешь, это... Карамелленькие. Это не это пионовидка, но она такая прям, она очень быстро раскрывается, и там вот прям карамель, она такая не жженая карамель, а лайтовая. Ну, можно, да. Желтая можно, например, Каталина, лемон помпон, у нас тут их нет, да. Вот ты еще обратила внимание на такое сильное раскрытие. Вот эта принцесса. Она вообще какая-то космическая. Да, она видите? тоже в закрытом бутоне изначально как вот такая приходит? И потом Вот смотрите, распускается? ой, вот тут у нас есть возможность. Мистер Профессионал, пожалуйста. Вот видите? Вот это ее закрытое состояние. Немножечко, прости меня, зайка. Вот она приходит вот так к нам. Потом, после того, как мы ее отпоили, она выглядит так. И вот это вот ее раскрытие, да? Вот она раскрывается, вот это ее максимальное раскрытие. Но у нее крупный реально бутон, самый большой, наверное. Потому что вот эти светлые розы, они же такими большими бутонами не распускаются никогда. Нет, ну если мы возьмем вот. Так, вот смотрите, ребят, я принесла вам вазу, да, мы говорили про раскрытие. Это
максимальной степени открытия, но стоит у нас 6-й день в офисе. Аромат бесподобный. Не даст соврать. Надя, да? Очень медовый. Такой вот еще сюда. Я просто тащусь от этого. Все люди любят очень пионы, да, но вот эта роза, посмотрите, мне кажется, ее обычный покупатель, зачастую особенно мужчина, который придет в магазин, он даже не сможет ее отличить от пиона и решит, что это он. Роза очень крупного бутона. Шикарная. А теперь давайте посмотрим. Вот это она. Это какой? Это вот она так пришла, правильно? Она пришла даже меньше. Я вам скажу, что сейчас, наверное, если... Да, вот ей 5-й день в холодильнике. Она пришла у нас... Вот этот бутон в 2 раза уже. Ну, то есть она прям была такой вот маленькой-маленькой, еще меньше, чем я сейчас держу в руках. На самом деле, что, мне кажется, людей как раз этот момент смущает, они видят эту розу, не понимают, что она вот так вот раскроется, не понимают всю ее дальнейшую красоту и пугаются даже брать эту розу, думают, что она у них не распустится. В этом и задумка, да, почему мы это делаем периодически. То есть мы берем банч какой-то розы, несколько. Если вы пройдетесь по нашему офису, наверняка мы прогуляемся, вы увидите, что в разных местах мы ставим цветы для того, чтобы понять, что это. Вот до того момента, как мы не поставили это на отгрузочную зону, никто не хотел принцессу Шарлин. Бедная Шарлин страдала, никому не нужно было. Да, как только мы поставили и показали людям, как она раскрывается, но она действительно крута. А скажи тогда, пожалуйста, вот есть ли какая-то возможность у людей где-то в интернете вообще посмотреть, возможно, что они могут получить и что они получат, какое итого? Есть ли какие-то каталоги, печатная продукция по этому поводу? Каталогов нет. Но есть сейчас мир интернета. Зачем нам бумага? Мы обязательно. У Alexandra Farms есть сайт alexandrafarms.com. Вот там различные, ну, я не скажу, что все виды, но, наверное, 80% видов садовых роз вы можете найти. Там, более того, там есть, знаете, такие знаменитые фото, ну, даже не день 1, день 2, вот у них вот такая фотография, они распространены в интернете, вот там есть, да, принцесса Шарлин есть. То есть от того момента, какая она пришла, вот такая неприглядная, да, и до полного раскрытия. Но она действительно крута. Не очень стойкая, хотя вот сейчас я говорю, да, эта роза стоит в помещении, не в холодильнике, вот 6-й день, вот так вот, и до сих пор пахнет, до сих пор ароматно. Я знаю, что тебе понравилась роза с таким фиолетовым, ну даже, наверное, не фиолетовый, как он называется? Что-то фиолетовое присутствует. Да? В принципе, у нас просто в магазине это очень популярный цвет, клиенты любят. Но у нее я вижу, что бутон похож, в принципе, на обычную розу. То есть она не совсем как пионовидная выглядит. Да, не совсем. Но она очень красивая, мне нравится, что она тоже двухцветная. Ну вот она стойкая. То есть она стойкая, ее стойкость заключается. Вот ты говоришь про бутон, да? Вот если мы потрогаем. Плотный такой видно. А он не будет, да, распускаться? Вот не будет. Он будет, ну, вот максимальное его раскрытие, наверное, вот такое, но чуть побольше. Ну, то есть прелесть этой садовой розы в стойкости, в цвете и в том, что она сохраняет форму. Запаха нет. Ну, давай понюхаем. Ну да, она вообще без запаха. Ну, такой, может быть, легко уловимый, но, скорее всего, нет. А какие-то еще фиолетовые есть цвета такие, пионовидные, какие-то другие сорта? Ну, вот смотрели Тиара. Это Мияби. Очень красиво. Мне нравится, что она тоже осенняя. У нее все-таки серединка коричневатая, да, какая-то получается? Коричневатая, и в ней мы можем увидеть, уловить, но только тогда, когда она раскроется, зеленую вот эту вот сердцевинку, которую мы видели в Чайрите, да. Здесь она тоже есть, но она прям такая легко уловимая. Но для этого ей нужно действительно раскрыться. То есть эта роза разойдется, да, уже крупно будет? Да, она... Здесь нет примера, к сожалению. То есть она будет в 3 раза больше. Она... Ну, давайте, если смотрят ваш блог, наши сторожей цветочного бизнеса, наверное, как Polar Star раскрывается вот такой вот чашей, да, она прям вот полное раскрытие. Будет приблизительно вот такого вот. Размера. Ты на нее смотришь и не скажешь? Не скажешь, нет, конечно, потому что... Загадочность пионовидной розы. И загадочность, и магия, наверное, да, магия. А вот этот вот сорт, который внутри такое больше раскрытие идет. Здесь? Да, вот этот мне тоже нравится. Давайте потому посмотрим. Что у нее получается бутон на одном уровне, он как углубленный.
какие-то тоже новинки? Это цумуги. Японское название? Японское название, потому что это одна из линеек Alexandra Farms. Они сотрудничают с японскими селекционерами. А вот эта вот роза, когда бутон раскрывается как бы немного внутри, углубленно. Что это за сорт такой интересный? Новый какой-то? Это синлицу. Японское, да, название? Да, слышится что-то японское. Да, совместно с японскими селекционерами Alexandra Farms открыла и развивает одну из линеек, она так и называется, японские принцессы. Там есть принцесса Сакура, принцесса Синлица, принцесса Миико. А это тоже, да? Вот это принцесса Миика, да, это Синлицу. Это все это вот с Японией связано. И прелесть, да, ну, не все понимают эту розу. Это есть что такое. грязный вот этот край может, мне кажется, тоже как бы смущать людей. Да, потому что, ну, это рубашка, это ее нормальное состояние, она не забитая, она тоже очень красиво распускается. Когда вы даете ей возможность распуститься, вот все вот это вот уходит вниз, да, и остается только вот такое вот воланчатое раскрытие нежной розы. И идемте поближе, да, вот посмотрим. Вот на этот бутон. Вот если взять крупным планом, видите, тоже в центре есть, да, зеленая сердцевинка. А в банче тоже, да, получается, какие-то более бежевые, какие-то более розовые. Да, потому что это невозможно. Невозможно с живым цветком. На самом деле для свадебного букета, мне кажется, это максимально подходит, особенно когда там какой-нибудь градиент бело-бежево-розовый хотя, то сразу можно взять пачку и уже 2 цвета будет присутствовать. На самом деле... Можно говорить, знаешь, можно говорить бесконечно. Вы можете приехать к нам еще раз. Вы можете, клиенты, да, или ваши зрители, которые занимаются цветами, могут приехать к нам, и мы поговорим об этом обязательно, потому что я очень люблю рассказывать про розы, не только про садовые, очень нравится раскрытие, но они действительно магические. А вообще, как быстро развивается вот индустрия пионовидной розы? Как-то идет некий рост вот за то время, пока вы работаете? Сколько лет вы уже на рынке, да, и сорта все время прибавляются? Смотри, мы на рынке 7 лет. На рынке Санкт-Петербурга мы 5 лет. Из этих 5 лет мы сотрудничаем с Alexandra Farms. То есть для нас сотрудничество – это прежде всего дружба и взаимодействие. Вот это важно. И вот за весь этот 5-летний период я могу сказать, что сейчас садовая роза на пике популярности. Ну что значит популярности? Она очень распространена. Ее используют не только как Джульет или как Патиенс, да, не только в свадебной флористике, но ее используют и в ритейлах, ну то есть в обычных розничных магазинах. Вот здесь мы не взяли White Pink Ahara, которая там самая распространенная, да, но у нас очень много клиентов, с которыми мы сотрудничаем именно вот в разрезе несвадебной флористики. И сейчас она очень популярна. То есть наша... наверное, оборот, я, может, так скажу, там, в неделю, да, около 3-5 тысяч садовых роз мы привозим, и это распродается и раскупается. Но если это не сезон пионов, потому что вот сезон пионов, все слепнут. Ну, на самом деле покупка садовой розы в сезон пионов слегка снижается. Сейчас очень популярно. А именно вот по количеству сортов идет постоянный рост в плане селекции? Или вот, допустим, вы привозили, не знаю, 5 лет назад 5 сортов, да, было, а сейчас вот уже у вас 25? Без сомнения. Без сомнения, потому что каждый год идет, я хоть раз посмотрю в камеру, господи, каждый год идет развитие этого направления. Более того, каждый год Alexandra Farms тестирует и предлагает нам новые сорта. Вот принцесса... То есть вот японское направление. Вот это вот новый сорт. Да, это новый сорт. Мы здесь не увидим, наверное, я вам покажу, есть принцесса Хитоми. Она просто божественна. То есть это новинка конца 2018-2019 года. А в 2020 году нас ждут какие-то новинки? Обязательно.
Обязательно, обязательно ждут, да. И поэтому каждый год Александра нам предлагает что-то новое, интересное. Иногда, конечно, что-то уходит на второй план, или они снимают это с производства. То есть какие-то розы перестают выращивать? Да, бывает такое. А с чем это связано? Популярность падает? Наверное, это связано и с популярностью, со спросом, да. Более того, бывает, что вот они принимают решение выращивать какой-то сорт и путь не выдерживает, да, вот перелет слишком длителен для какого-то сорта. И на взаимодействии с клиентами, вот это фидбэк, обратная связь, они понимают, что стоп, слишком много претензий, слишком вот она нестабильная, не выживает, да, ну, там, приезжает, допустим, гнилой или вот слишком завявший, и поэтому они решают снимать с производства. А сколько идет розы по времени от них до нас? Ну, условно неделя. Условно неделя, да. Как она доставляется? Авиа да, это такой совокупность и авиа, и транспорт, транспортировка, то есть летит до Амстердама, из Амстердама загружается в трак, да, в грузовую машину, в холодильник. Различными путями добирается, но приезжает до нас в целости и сохранности, поэтому, да, неделя. Итак, мы подошли к логическому завершению нашего диалога. Надеемся, что он вам был полезен, информативен для вас. Если вы хотите продолжение, возможно, про обычные сорта роз или сорта авизиантусов, какие-то другие популярные цветы, то оставляйте ваши комментарии, мы обязательно приедем снова, пообщаемся и все вам расскажем. Давайте я также поблагодарю Надю, ее прекрасную команду, которая к нам приехала сегодня. Поблагодарю вас за внимание и интерес к садовым розам. И действительно будем рады вас видеть еще и обязательно расскажем вам что-нибудь интересное. Пока. Пока.